А скоро ведь Новый год, и у вас в доме или в квартире пахнет мандаринами. Мама в моем детстве покупала их целую большую сумку и, конечно, прятала ее на балконе. Иногда можно было незаметно утащить оттуда 2 штучки, быстро их съесть, запихнув оранжевые мясистые шкурки под кровать. Как сейчас помню. В большой комнате в углу стоит елка. Ее принес папа 3 дня назад, и мы ее все наряжали. Мама достала с антресоли большую коробку, в которой лежали стеклянные шары и фигурку. Вот эту белку мне подарили в детском саду за победу на каком-то конкурсе на утреннике. А вот этот царь. Все знают, что это мамин царь. Он старый совсем, с дыркой на боку. Но мама всегда вешала его на самое видное место, потому что этот царь старше ее самой, как она говорит. И еще гирлянда у нас есть, перепутанная вся. Мы ее распутываем осторожно и вешаем на елку. А потом папа выключает свет и включает гирлянду в розетку. Сначала ничего не происходит. Долго так. Сидим в темноте и дышим. И вдруг гирлянда начинает мигать, сначала освещая ватного Деда Мороза, стоящего на белой простыне под елкой, который тоже старше моей мамы, и наши с сестрой лица. У Машки-то оно красное, то зеленое, да и у меня, наверное, тоже. Сегодня с самого утра мама с папой торчат на кухне и что-то готовят. Слышится стук ножей, разделочную доску и голоса. «Проверь холодец на балконе, может, его пора в холодильник поставить? Ты курицу целиком будешь запекать или мариновать?» По телевизору показывают «Иронию судьбы». И рыженькая девочка поет про 3 белых коня. На улице еще светло, а дома скучно. На кухню меня не пускают, чтобы не мешалось. Я начинаю ныть и капризничать. Получаю шлепок по заднице от мамы, а папа откладывает в сторону половину селедки, моет руки и берет меня за плечо. «Доставай коньки!» Вижу и бегу по коридору, путавшись в сползших не моё размера колготках. И кричу своей сестре: «Машка, мы на каток сейчас пойдем!» Машка совсем не умеет кататься на коньках. 2 раза упала, надулась и все. Папа отнес ее на лавочку, где она молча начала снимать коньки, а потом заревела. Совсем незаметно стемнело. Значит, скоро Новый год. Папа машет мне рукой, и я подкатываюсь к лавочке, с готовностью протягиваю папе ногу в коньке. И, держась за папину шею, жду, когда он наденет синие пластмассовые чехлы на лезвие. Если б с нами не было папы, я бы ни за что не надела чехлы. Я бы доковыляла до кусочка асфальта возле канализационного люка и била бы по нему коньком, чтобы искры летели, как у серебряного копытца. Один раз папа увидел это и наказал меня. Я месяц не ходила на каток. В
следующий раз буду выбивать искры подальше от своего дома. Дверь нам открывает мама. У нее на голове бигуди и накрашен один глаз. В руке она держит коробочку с тушью для ресниц, в которую плюет и возюкает там щеточкой. Мне все время хочется сделать так же. Плюнуть и повозюкать. Но мама всегда забирает свою косметичку, когда уходит на работу. Мама смотрит на нас с Машкой и ругает папу. Они же все мокрые, как мыши. Зачем ты им разрешил валяться в снегу? Я только-только с больничного. Папа молча помогает нам снять коньки, а мама машет своей щеточкой и убегает в ванну докрашивать второй глаз. Мы наряжаемся в костюмы. Я как будто красная шапочка, а Машка как снежинка в короне. Я тоже хочу корону, но у меня уже красная шапочка на голове. И я придумываю, как бы сверху надеть эту корону на шапочку, чтобы ничего не свалилось. Накрашенная на оба глаза мама бегает по квартире с тарелками. Мы с Машкой толкаем колбасу для себя и для собаки Мишки. А плешь на тарелке с колбасой старательно маскируем укропом. Уж очень хочется есть. По комнате нервно ходит папа в сером костюме, дергая себя за галстук и косясь на бутылку водки. Пап сегодня напьется. И будет смешно танцевать, сгибая колени. А мы будем всегда смеяться и смотреть, как он танцует. Для нас мама купила много бутылочек с тархуной, буратиной и лесной ягодой. Для нас напитки можно налить во взрослые хрустальные фужеры и думать, что это шампанское. А потом изображать из себя пьяных и танцевать на полусогнутых ногах. Заходит мама, смотрит на часы и говорит: проводим Новый год. Мы все кричим: а что ты за мной все повторяешь? Пей свой тархун, кричим мы. По телевизору опять показывают «Иронию судьбы». Только по другому каналу. Мы уже с Машкой наелись, и уже хочется подарков. Но мы сидим и молчим, и тоже смотрим «Иронию судьбы». Когда на экране вдруг появилась Кремлевская стена, куранты и круглая крыша с красным флагом, мама закричала: «Слава, выключай свет скорее!» Папа выключил свет, зажег гирлянду. Он непонятно что-то говорил. Мы все слушали, держа в руке бокалы шампанской. Мы с Машкой тоже встали, подняли свои фужеры. И вот, наконец-то, забили куранты. А мама сказала: «Скорейте, загадывайте желание». Я заказала себе куклу Джульетту. И больше у меня не было желания, потому что я загадала быстро еще все, чтобы все люди в мире никогда не болели. Ну, я подумала про всех этих людей, которых видела по телевизору, и вдруг ни с того ни с сего запела «Союз нерушимых республик свободных». У меня на всех школьных тетрадках этот гимн написан был на задней обложке. И все слова я знала наизусть. Папа включил свет, крикнул «Ура!», ну и мы тоже. Хотели чокнуться своим буратином с родителем, но они не разрешили. Вот такой Новый год я вспомнила сейчас, когда уже оформляла свою квартиру к Новому году. Скоро Новый год. Скоро нужно будет ехать в метро, коробками закупать шампанское
колбасу, консервы. Нужно одеть свое классное белое платье. Нужно посмотреть, что еще нужно сделать к Новому году, ведь я буду встречать его дома. Нужно позвать своих гостей. Нужно сделать салаты. Много-много-много. Ну, и подумать, что подарить всем своим знакомым и родственникам. Я придумала, что я подарю своему папе. А папе я подарю этот рассказ. Я подарю ему по телефону ровно в полночь, пока пьют куранты и играет гимн России. Я буду ему читать это с листа и сдерживаться, чтобы не заплакать. Как тогда, 23 года назад, на лестнице на 9 этаже, когда мне всего на 1 секунду показалось, что папа — это тот Дед Мороз, который приходил ко мне все эти годы. С Новым годом, друзья! С наступающим! Я желаю, чтобы этот год, который сейчас проходит, и следующий, который наступит, был у вас самым лучшим. И у вас на каждый год была своя история. С наступающим!